Всем привет! Все помнят, что первая модель Motorola Razr с гибким экраном вышла 2 года назад. Спрос на данный девайс заметно превысил ожидания. Можно сказать, что смартфон произвел фурор. Подумайте только сами, за первые 5 дней предзаказа первая партия была полностью забронировано покупателями, а также покупатели внесли даже частичную предоплату, а это, скажу сразу, не маленькие деньги. Напоминаю, что в России смартфон продавался в официальном онлайн-магазине Motorola по рекомендованной розничной цене почти 120 тысяч рублей. Спустя год после триумфальной презентации компания представила второе поколение. Но когда ждать третье поколение смартфона? Скажу сразу как есть. Ждать осталось недолго, ведь, как заявил представитель Lenovo, работы над продолжением линейки уже ведутся, и даже больше. Уже сейчас известны практически все технические характеристики смартфона Motorola Razr 3. И они, мягко говоря, удивляют. Итак, основные фишки его — это мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1, отличный AMOLED-экран на 120 Гц без складки, что очень важно для такого форм-фактора, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ своей флеш-памяти. Также есть модуль NFC и поддержка технологии Ultra Wideband. Но самое главное — это, конечно же, цена. Всего $1300. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! На данный момент точно известно, что новинка получит улучшенный дизайн и совершенно новый шарнир, который позволит убрать эту ненавистную складку на экране. Я даже бы сказал, что Razr первого поколения отличается от других своих конкурентов отсутствием этой самой складки. Конечно же, ее практически нет. Мало того, даже сейчас никакая другая компания не выпустила гибкий смартфон с такой особенностью, и даже компания Samsung не может этим похвастаться. Что с надежностью? Производитель утверждает, что экран сможет выдерживать не менее 200 тысяч складываний, чего достаточно примерно для 5 лет работы без каких-либо осложнений. Когда именно мы получим аппарат, к сожалению, производитель не уточнил. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. По предварительным данным, за смартфон Motorola Razr 3 128 ГБ попросят $1300. Немало, но давайте посмотрим основных конкурентов, которые сейчас есть на рынке. И так как всегда я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. Мы знаем, что мы должны выбрать смартфон со сгибаемым экраном. Всего лишь 9 моделей. Но мы еще просортируем по цене. $1300 это 96 плюс-минус тысяч рублей. Возьмем до 100 тысяч. Пожалуйста, всего лишь 4 модели. Это Samsung Galaxy Z Flip 3, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold. На мой взгляд, конечно же, основной конкурент Motorola Razr 3 это, конечно же, Samsung Galaxy Z Flip 3. Как вы видите, минимальная стоимость смартфона 60 тысяч, а максимальная 94. То есть разбежка очень и очень большая. Но e-каталог собрал всех продавцов, которые сейчас есть на рынке. И для себя вы можете выбрать того продавца, который вам сейчас на данный момент предоставляет максимум скидки. Также, если у вас остались вопросы по данному смартфону, задавайте их в обсуждении, вам обязательно ответят. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео. Что с производительностью, спросите вы? А я отвечу, все более чем хорошо. Устройство будет построено на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 1. Тут мы получили трехкластерную архитектуру. Большое ядро Cortex-X2 работает на частоте 3.0, 3 ядра Cortex-A710 трудится на частоте 2.5 и 4 малых ядра Cortex-A510 на частоте 1,79 ГГц. В однопоточном режиме в Geekbench система набрала 1200 баллов. А при использовании всех ядер результат составил 3900 баллов. Достаточно неплохое решение и неплохой результат. Замечу, это будет первый раз, когда складная модель от компании Motorola получит топовую флагманскую платформу
а не среднего уровня. Но самое главное, на мой взгляд, как компания обуздает такого мощного зверя. Я имею в виду процессор. Ведь система охлаждения должна быть просто на высоте. Испарительные трубки, камеры и так далее. Там все должно быть продумано до мелочей. Напоминаю, первые две модели серии получили однокристальные системы также от компании Qualcomm. Но 7-й серии. Смартфон получит 6/8 или целых 12 гигабайт LPDDR5 оперативной памяти. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. А это очень даже неплохо. В режиме сна дела обстоят еще лучше, благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что LPDDR5 потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания по сравнению с LPDDR4X. Проще говоря, в спящем режиме ваш смартфон будет разряжаться медленнее почти в 2 раза, что является большим плюсом. Точно так же у вас будет 3 варианта флеш-памяти: 128, 256 и 512 гигабайт UFS 3.1. Эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, и функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. Motorola Razr 3 получит основной складной экран AMOLED без складки, как я говорил ранее. Его разрешение составит Full HD+. Дисплей будет поддерживать частоту обновления 120 Гц и получит отверстие для селфи-камеры в центральной верхней части. Преимущество такого экрана – это способность отображать большую цветовую гамму. На 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS, а также полные углы обзора по вертикали и горизонтали, а именно 180 градусов при абсолютном сохранении яркости, цветности и контрастности изображения и многое другое. Характеристики дополнительного экрана пока не сообщаются. Также подтверждено наличие модуля NFC и имеется поддержка технологии Ultra Wideband. Это беспроводная технология связи на малых расстояниях при низких затратах энергии. Что немаловажно, гаджет будет работать на Android 12 из коробки. Устройство намерены выпустить в Китае, Европе и, конечно же, Северной Америке. Ну что же, на мой взгляд, Motorola с каждым годом удивляет своих покупателей и простых пользователей. И мы получаем действительно качественный продукт, складной смартфон. Motorola Razr 3 однозначно получится очень крутой смартфон. Однозначно это будет прорыв, однозначно это будет очень большой шум. Но вы должны понимать, самое главное, чтобы Motorola обуздала вот этого зверя, Snapdragon 8 Gen 1, потому что этот процессор действительно очень мощный и должна быть система охлаждения на высоте. Ждем презентацию. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.